Привет, народ! Подписка и лайк, и поехали к самым свежим новостям. Сегодня поговорим про завершение энергетического перемирия, про Трампа и Путина в файлах Эпштейна и многое другое. Русские военные преступники ударили по роддому в Запорожье. Пострадали 3 женщины, которые были на осмотре. 2 человека погибли в результате ночной атаки России на Днепр, сообщили местные власти. Русские преступники атаковали шахтерский автобус ДТЭК в Днепропетровской области. 15 работников шахты погибли, более 7 получили ранения. Взлом украинскими хакерами оборонного завода «Янтарь», утечка документов по ВПК и антидроновым системам. Речь идет о десятках тысяч файлов, проектной документации, чертежах, данных о партнерах и дочерних структурах, а также материалах по военно-техническим заказам. А в Белгородской области силы обороны Украины уничтожили систему залпового огня «Солнцепёк», из которого обстреливали Украину. После диверсии 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда в Кировской области. У мигрантов из Индии появились конкуренты. Скоро на заработки в Россию хлынут мужчины из Афганистана. Об этом заявил посол Афганистана Гуль Хасан. Вот эта движуха намечается. И переходим к одной из главных новостей этого выпуска. Конец энергетического перемирия. Россия вновь нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, в результате атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. А вот и хорошие новости от министра обороны Украины. Мы запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине. В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено. Это реакция на использование россиянами Starlink. Теперь переходим к Америке и Трампу. В США прошли массовые акции против действий ICE. Марши состоялись в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе протестующие забаррикадировали комплекс ICE, начались стычки с силовиками, сообщают СМИ. Секс-империя Эпштейна была ловушкой КГБ. В тысячах файлов есть упоминания Путина и Москвы, а российских девушек использовали для сбора компромата. Вот некоторые детали. По информации источников в разведке, Джеффри Эпштейн руководил самой крупной в мире операцией с использованием сексуальной ловушки от имени КГБ. Файлы содержат более 1000 документов с упоминанием Путина и более 9000 документов, в которых фигурирует Москва. Эпштейн даже смог получить аудиенции с Путиным уже после своего осуждения в 2008 году за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Американские силовики также считают, что Эпштейн имел давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать. Также в файлах имя Трампа упоминается более 3000 раз и говорится о его возможных нетрадиционных связях с Биллом Клинтоном. Ну что, есть еще скептики насчет версии, что Трамп в кармане у Кремля? Ну и завершим этот выпуск на позитивной ноте. Ведущий Тревор Ноа на церемонии Грэмми очень остроумно пошутил над Трампом. Ноа сказал: «Песня года. Поздравляем, Билли Айлиш. Вау, это премия Грэмми, которую хочет получить каждый артист. Почти так же, как Трамп хочет получить Гренландию». Что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез, и ему нужен новый, чтобы проводить время с Биллом Клинтоном. На этом сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.